Всех приветствую! Очень часто от школьников можно услышать фразу: «Зачем мне учить уроки, зачем мне ходить в школу, если школьные знания мне никогда не пригодятся». Сейчас я вам на простом примере покажу, как лично мне пригодился учебник физики за 7 класс. В частности, параграф номер 56, рычаг равновесия рычага. Правило. Рычаг находится в равновесии тогда, когда силы, действующие на него, обратно пропорциональны плечам этих сил. Разберемся на примере металлоискателя и как это простое правило влияет на поиск кладов. Что такое металлоискатель? Металлоискатель – это штанга, к одному концу которого крепится катушка металлоискателя, шнур, блок управления, здесь он не указан, и подлокотник. Штангу металлоискателя можно рассматривать как рычаг. К земле рычаг тянет катушка металлоискателя. Оператор, упираясь локтем в подлокотник, удерживает катушку в горизонтальном положении. То есть одно усилие у нас идет вниз, второе усилие у нас уходит вверх, и точка опоры под локтем оператора. В нашем случае усилие приложено между нагрузкой и точкой опоры. Разберемся с весом. Вес стандартной 10-дюймовой катушки составляет 595 грамм. Если взять катушку большего диаметра, 15 дюймов, она составляет 725 грамм. Кажется, разница в весе небольшая, но мы рассматриваем усилие, которое необходимо приложить оператору для того, чтобы катушка находилась строго в горизонтальном положении над землей. Если мы произведем вычисление, определение, которое я дал выше, то мы выясним, что усилие для поддержания катушки, штатной катушки 10,5 дюймов в горизонтальном положении необходимо 3 килограмма 141 грамм. Усилие для удержания катушки большего диаметра в 15 дюймов потребуется уже 3 килограмма 828 грамм. Разница в усилии составляет 687 грамм. Вы можете сказать, что 687 грамм – это немного. Вот это 687 грамм. Это вода. А теперь попробуйте просто дома поводить рукой раз 100 влево-вправо. И то же самое сделайте со стаканом воды. 687 миллилитров. Как быстро вы устанете. То же самое во время металлопоиска. С катушкой большего веса вам нужно прилагать больше усилий для удержания катушки над горизонтом, над землей. Вы просто больше устаете. У этого вывода есть подтверждение. В течение 10 лет я записывал все значимые находки, которые я сделал с металлоискателем, и вносил их в блокнот. И был очень сильно удивлен, когда обнаружил, что 80% всех находок я сделал катушкой штатной, то есть той, которая легче. Хотя использовал ее только в 20% случаев. И когда я посмотрел на время, которое я использовал во время поиска, оказалось, с более легкой катушкой я проходил больше расстояния и обследовал больше территории. Тогда как с катушкой более тяжелой я был вынужден чаще отдыхать и проходил меньше территории. Хотя, как нам убеждают, рекламируют, катушкой большего диаметра, ведь она большего диаметра, вы обследуете большую территорию, большую площадь. Оказалось все наоборот. Используя учебник физики за 7 класс, параграф 56, рычаг равновесия рычага, был сделан простейший вывод. Нужно уменьшить нагрузку на оператора, усилие, которое удерживает катушку в горизонтальном положении. Вывод. Была
приобретена катушка немного большего диаметра, чем штатная катушка, но по весу не отличающаяся от предыдущей. То есть вес этой катушки равен весу этой катушки. Что из этого получится, я не знаю. Ну, по крайней мере, правило работает. Выводы сделаны. Всем благодарю за внимание.